Всем привет, простите за видео. Леонардо да Винчи, Фернан Магеллан, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Никола Тесла, Алан Тьюринг, даже Стив Джобс не дожили до этого видео. Оно и к лучшему. На фоне сегодня с нами присутствует Аля Бридж с канала Бридж в роли подшивателя штор. Спасибо ей за это огромное. Аля Бридж, помаши рукой. Привет. Аля Бридж, помаши ногой теперь. Что будет, если смешать 5-6 простых истин, десяток блогеров, пару сотен чужих идей и восторженную придыхательную интонацию? Инноватор. 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 Да кто такая эта ваша инноватор? Инноватор. 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 Что? Получится инноватор. Этот самый курс. Серьезно? Что? Кнопка кринжа. Самые светлые лица ТикТока отобрали скрупулезно для того, чтобы попросить отыграть удивление. По мне, это худшая в истории трата денег на самые светлые лица ТикТока. Ну, позвали бы меня удивление отыграть. Смотрите. Круто. Ну, мы, горизонталы, лучше, по-моему, в этом разбираемся, чем вертикал. Не в обиду вертикал. Курс, который сделает из тебя источник бизнес-идей, генератора нестандартных подходов, производителя зубодробительного креатива. Так считает Сергей Москвин, изобретатель. Чё он изобрел? Ну, сегодня для нас важно, что... Курс «Инноватор» обучает тому, как эффективно придумывать новое. А ты сам эту идею придумал? Типа, с помощью своего курса, да? Новый продукт или бизнес и как модернизировать уже существующее. Типа, как подсекать идейки, да, уже существующие. Типа, ну, назовем это модернизировать. Все мы понимаем с тобой, Серега. Всего за 14 дней с помощью тренажеров, Спандеры, эластичные резинки, подтягивание обратным хватом. Все это помогает нам что? вы самостоятельно придумаете несколько продуктов в совершенно разных направлениях. Такие направления, как юг, запад, север, восток. А также вы научитесь придумывать свою версию уже популярного трендового продукта, услуги или бизнеса. Знаете, будем честны, Стив Джобс, человек из большого бизнеса, говорил, что в таком бизнесе воровать это норм. Да, к сожалению или нет, правда такова, что взяв уже чей-то продукт, у тебя больше шансов его сделать еще лучше, научившись на ошибках оригинала. Интересно, к чему приведет такая философия в случае Сергея и его курса. Пройдя курс «Инноватор», вы переймете большой и дорогой опыт изобретателя и предпринимателя. Я, конечно, хочу изобретать и творить, но мне показалось, что 2 недели слишком дорогой опыт. Сначала надо увидеть, во что я вкладываюсь, с какого возраста можно проходить обучение. Обучающий материал не содержит сложных или трендовых формулировок, поэтому он подходит для лиц старше 15 лет. Мой психологический возраст 15 лет, а значит, курс без трендовых формулировок я могу не потянуть. Хорошо, что у курса аж 3 страницы в социальных сетях, где юные и не очень инноваторы делятся своими гениальными прожектами. Да что там, у них есть своя страничка на Кинопоиске с фильмом. А вот много вы знаете бесплатных инфокурсов с промо-фильмами? Во! Инновация, видели? Жанр, на мой взгляд, они выбрали мучительный. Документалка. Могли бы, сделать слэшер в духе Пилы там или киновселенную, как у Марвел там. С моим VR-шлемом Anime World вы сможете погрузиться в мир аниме. Есть уже подобные прецеденты. К сожалению, здесь происходит то же самое, что и в эволюции, где все живое стремится однажды стать крабом. Так и здесь. Все VR-аниме-продукты стремятся к своей идеальной форме. Симулятор докучания аниме-девочки подозрительно неопределимого возраста. Я придумал универсальную кровь, которая будет подходить каждому человеку. Эта кровь будет очищать и лечить вашу, например, от вирусов или неправильных клеток. Еще я придумал то, что таблетки можно производить в виде сердечка. Думаю, любому больному человеку будет приятнее принять таблетку в виде сердечка, а не просто круглую. Не, вы поняли, да? Бро реально придумал волшебную кровь. С этой идеей надо просто зайти к ученым, а там уже... Чё вы, ученые? Давайте думайте, подсказывайте, чё мозги? Подскажите, как сделать это. Я, кстати, сегодня изобрел одну очень новаторскую штуку. Короче, вот ролик, да, на ютубе. Под ним кнопка подписаться. И, короче, концепция такая. Вы жмете на эту кнопку, бум, потом жмете на колокольчик и присылать все уведомления. Бум. Как вам? Я придумала новый интернет-продукт. Конструктор одежды «Создай». От английских слов «сос» – спасите, «дай» – умираю. Спасите, умираю без классных шмоток. Ребят, ну вы хотя бы текстом напишите вот этот ваш нейминг перед тем, как его финализировать. Создай, реально? Еще один продукт. Это упаковка для сыпучих круп. Мне не нравятся обычные упаковки. Например, упаковка для гречки. Что это? Эти упаковки неудобно открывать. Хранить. И насыпать. Я придумала новую упаковку для гречки.
Это картонная упаковка, например, как из-под сока. А еще это увеличивает срок ее хранения. А еще это увеличивает финальную стоимость самого продукта. Но как гречка премиум сегмента это может существовать, конечно, да. Да и есть уже упаковки с маленькой самоклеющейся обратной штучкой. А та, которую ты описываешь, она создана для максимальной дешевизны продукта, чтобы бабули могли что-то есть там тоже. Ну ты понимаешь. Но если мы настолько изобретаем, что просто берем коробку из-под сока и суем в нее гречку, то у меня есть идея еще лучше. Давайте, короче, возьмем упаковку из-под мазика и увеличим ее вот так вот раза в 4. И вот как мазик выдавливать и так и гречку выдавливать. Вот. Еще меньше места занимает, потому что она, гибкая. В мире очень много одиноких и замкнутых людей. Не, это правда. Но давайте говорить о них как о нормальных людях. А то с этой выдавливаемой жалости на лице ловишь больше кринжи, чем сочувствия, если честно. Чтобы как-то помочь таким людям, я придумала сайт или приложение под названием Friendly. На Friendly можно общаться не только детям и подросткам, но и взрослым. Вот тут давай притормозим чуть-чуть. Понимаешь, эта идея... У нее есть свои недостатки. Это не настолько хорошая идея, как может показаться на первый взгляд. Не то чтобы я специалист, но есть внутреннее ощущение, понимаешь? Изобретения сегодня лезут и лезут. Прикиньте, изобрел, закрепленный комментарий с моим телеграм-каналом, в котором еще больше изобретений от меня будет. Если я только изобрету, их не изобретать. И если тебе говорят, мечтатель, хватит мечтать, мечтайте. Все эти ребята придумали крутые продукты. Им никто не помогал. Они все придумали сами. Если вы видите такой вот напускной пафос, это всегда повод задуматься. Опустим эти милые наивные идеи этих милых и наивных тиктокеров. Перейдем к чему-то реальному. Пока что не прям реальному, пока что только к идеям непосредственно участников курса. Как правило, что-то нереализуемое, опасное, настолько фантазийное, что странно, что они вообще пилят эти питчи. Я придумал чип, который вставляется непосредственно в человека, который помогает человеку жить. Понятно, что инноваторы секреты своих технологий не раскрывают без подписанного NDA, да? Но пусть на кукле хотя бы примерно покажут, куда непосредственно вставляется этот чип. Тогда половина сомнений у меня отпадет. Или наоборот, добавится еще половина. Я назвал свой продукт Инкрайзер. Чип может заживляться в любую часть тела. Допустим, вот вы заблудились в другой стране. Вы не знаете, что вам делать. Все на иностранном. Вы ничего не понимаете. Подумали. Чип переводит все, что вы видите, на ваш родной язык. Не хочу тебя прям расстраивать, но вот столько бета-версий подобных продуктов существует уже давно. Более того, совсем недавно даже Apple выпустила апдейт на AirPods, который позволяет в реал-тайме переводить язык. И вставляется просто в ухо. Мне понравился курс инноватор тем, что кратко, понятно. Честно, его самого будто нейронка выдумала. Не человека, а такая иконка человека. Но я не говорю, что он продукт нейронки. Скорее всего, просто качество камеры. Слушайте, если я правильно понял суть курса, то он все-таки не в том, чтобы просто прокачать креатив и выдумывать офигеть какие sci-fi идеи, а в том, чтобы ты мог эти идеи так или иначе реализовать, при этом силами реалистично окружающих тебя возможностей. А не такие, где идею нужно ехать, презентовать, в ЦЕРН или там НАСА. Мама, папа, к ужину не ждите. Если суть курса не в этом, то... Почему? И опустим, один уже давно развивающийся проектик, который он, возможно, упустил в ресерче своей идеи. Не будем расстраивать паренька. Это не совсем то же самое, не навигатор у вас в третьем глазу, но зато потенциально может вернуть двигательную активность людям с параличом. Только вот стоило это все миллиарды миллиардов. Мужику, у которого родители владельцы бриллиантовой шахты. Я придумал защитный костюм с капюшоном от радиации и огнестрельного оружия. О, идеи уже и для постапокалипсиса делают. Вот сейчас над ним будет смеяться, а потом посмотрим, кто будет смеяться, когда всех накроет ядерным пеплом. Костюм будет называться Элброн. Л — это легкий защитный костюм от радиации, и Брон — бронежилет. Мог назвать его просто Леброн Джеймс. Он будет состоять из пластин брони, которые будут находиться в резине. Сами пластины будут эластичные и мягкие. Мягкие эластичные пластины в резине. Гений. Почему никто не додумался раньше набить бронежилеты каким-нибудь синтепоном? Честно, я не знаю, зачем для этого нужен курс. Там будет варп-движок, который может нас проводить, через особое варп-пространство, где живут, демоны, там всякие вот эти злые твари, и они могут даже вселиться в кого-то из нас и совратить наши души. Но если мы успешно проходим через это варп-пространство, мы выскакиваем вообще там в другом конце вселенной нашей, очень быстро будем так путешествовать. Это мой питч. Реализовывайте. Мне с этого можно всего 10% потом роялти. Вот, в общем-то, между этим я не вижу никакой разницы. И зачем тут нужен тогда курс? В случае радиации к костюму прилагается противогаз. Излучение, оно видит противогаз и такое перестает на тебя дышать. Советую людям придумывать больше новых идей и воплощать их в жизнь. А сам ты здесь этому совету последуешь, скажи мне? Только честно.
А как? Здесь нет такого, что я испытываю к этим людям какой-либо негатив, как может показаться. Скорее, через них меня немножко раздражает тот факт. К сожалению, большая часть этих питчей будет заканчиваться фразой «И дальше чё?». Советую людям придумывать больше новых идей и воплощать их в жизнь. Каким людям? Все умерли при ядерном взрыве. У тебя одного костюм был. Ты вначале поноси броник с УЗК и противогаза, а потом из ощущений думай, что и для чего придумываешь. Но это уже не критика, а просто какой-то хейт. И в голове насрано. Переводим с фанатичного языка на человеческий. Я придумал какую-то хрень с пыльцы единорогов, которая ни при каких обстоятельствах не может быть эффективной, потому что я необразованный кончен, не знаю, матчасти. Знаете, у светлых идей всегда были противники. Я уверен, на этих курсах именно эту фразу им вдалбливают в голову. Я придумал футболку, которая по нажатию кнопки испаряет всю влагу в себя. Моя футболка будет называться S-Free, с английского без пота. Пацан шарит, что больше всего в футболках потеет. Остальные 4 буквы в слове «под» запатентовал уже кто-то другой. По всей поверхности футболки будут встроены проводки с моторчиками, которые по нажатию кнопки начнут очень быстро колебаться, вследствие чего влага начнет испаряться. Вонять будет пи***ц. Я бы посоветовал людям постараться сделать то действие, которое они никогда не делали, потому что новое — это всегда прогресс. Новое всегда прогресс. Ходить по Никольской улице голым — это тоже что-то новое. Ну, кстати, не соглашусь. Ходить по улице новым — это не голое. Вообще, пацану лет 15. Я не понимаю, почему он начал развивать именно эту идею. Типа, с ним не поделились Дейзиком после физры и понеслась. Почему, например, не идея голосового тюнера под названием Sirius Bass? Такой портативный вокодер, короче. Который твой не сломавшийся голос делает басовым, мужественным и дикачановским. За основу он берет голос дяди Толик из автосервиса, который такой с хрипотцой, будто сидевший. Или система антимамка. Целая система датчиков движения, цвета, встроенные в ковер, мышку и дверь, которая при распознавании походки мамы сворачивает игру, выводит на экран PDF с каким-нибудь домашним заданием, там калькулятор еще справа, что-то такое. А я никаких этих ваших не заканчивал, понятно? Я придумала вендинговые автоматы с наушниками на прокат. Скип, очень плохая идея, сразу скип. Не объяснять почему? Которые будут располагаться в метро или на остановках. Моя идея будет называться «Уши в уши». Я думаю, этой идее больше подойдет название «под с ушей другого человека в твои уши». Но я думаю, возможности твоей идеи пользователи сами расширят. То есть они будут брать наушники на остановке, ехать с ними до остановки у своего дома, идти с ними домой, засыпать с ними, ехать с ними обратно на работу, ехать домой. Назовем эту концепцию пожизненный прокат. А я придумал приложение, чтобы свайпаться зубными щетками. Стоматологи говорят, что щетку нужно менять каждые 3 месяца. Но никто не говорил, что можно поменять ее на щетку соседа. А назову я ее изо рта в рот, получается хип-хоп. Это пока тестовое название. Я придумала атмосферную кафешку, где будут блогеры вместо официантов со своими авторскими напитками и меню. О, прости, конечно, но лично я стал блогером для того, чтобы перестать быть официантом. Но блины я делаю вот такие. Другие блогеры, может, и согласятся, там, если предложишь им, хорошую почасовую ставку, медкнижку, белую зарплату, ДМС, оплата спортзала, страховка жизни, конечно же, дополнительные дни отпуска, ну и удаленка, скорее всего. Почему блогеры? Чё так низко берешь? Весь кей-поп, выйти не в ресторан свой, у тебя очередь из 5 клашек будет. А это хорошее предложение по масштабированию. Своя сеть для разных возрастных категорий. Потом можно сделать сеть, где официантами будет Кадышева, Валерий Леонтьев, Басков, Меладзе. Но вот они без ДМС точно не согласятся. Я придумала такси, в котором пассажиры смогут выбрать водителя под свое настроение. Грусть, радость, злость. Вас все злит и раздражает? Для вас есть услуга высказаться. Но вот здесь участница курса сама попала в ловушку философии этого курса. Если упростить, то она звучит как «воруй, улучшай». Как-то простенько. Я вот с утра придумал службу такси, где будет президент вместо водителей. При заказе можно выбрать президента, какой страны ты хочешь видеть в качестве своего водителя, пообщаться с ним, дать пару советов по управлению государством. Думаю, многим это было бы интересно. А еще этого никто пока не реализовал, так что я буду первым. Увел у меня буквально из-под носа. У меня были не президенты-таксисты, а божества разных религий. Но я пока не знаю, как реализовать это все. Там очень надо много оккультных книг, что-то по вызову этих божеств читать. Забей. Не, ну ты прикинь, у тебя водитель, богиня Кали. Там всегда обе руки на руле будут. Третья вот так вот на двери будет висеть. А четвертая там с тобой в камень, ножницы, бумага будет играть. Ну, прикольно. Вы сможете выбрать услугу поддержка. Водитель скажет вам ободряющие слова. Вы выйдете из машины с улыбкой. А если у меня настроение, не то что плохое, на самом деле даже хорошее, но просто... Я хочу сегодня попиздиться с кем-нибудь, блядь. С нормальным, хорошим, такой жестким. 2 минуты, нет, минут
минут 10-15, чтобы попиздиться, писки грязь устроить. Вот эта опция, она, планируется. А я вот хочу, чтобы у меня был таксист-инноватор за рулем. И чтобы пока я ехал в центр, он мне рассказывал свои вот эти идеи сумасшедшие, что он там придумал. Аля бридж, и сюда. Я придумал. Я, придумал продавать недоделанные ролики. И все это, под соусом поддержки моего канала. Вы становитесь спонсором моего канала тут, или переходите на Бусти и делаете это там. И за это, я предоставляю вам ранний доступ к моим роликам, которые еще в процессе продакшена. И такие же обложки показываю. Но из-за любви к моему родному Ютубу, в отличие от Бусти, здесь я сделаю вечную скидку в 25%. Эту идею я, кстати, уже реализовал, и мой следующий ролик вы можете увидеть буквально уже сейчас. А еще увидеть, как данный ролик выглядел в середине продакшена. С новым видосом вам, кстати, повезло, он по сути уже готов и выглядит почти как финальный. На разных уровнях поддержки есть свои бонусы, поэтому если хотите поддержать мое творчество, спонсорство канала поможет в этом больше всего. Очевидно, вы буквально сможете говорить: я вообще занимаюсь спонсорством в сфере видеоблогинга. Я придумал новый вид кофеин. Там, где кофе не полное дерьмо по оверпрайсу, в ином случае идея плохая. Уникальность моей кофейни в том, что главная валюта моей кофейни – это не деньги, а ваше время. Каждое блюдо или напиток имеет свою стоимость либо в часах, либо в минутах. А как же заработать время в моем кафе? А для этого нужно поехать на кирпичную фабрику в Дагестан, отработать там, часов 12, я вам сделаю чашечку великолепного фраппе. А для этого нужно участвовать в викторинах, мастер-классах или умных играх. Валюта в виде времени выбрана символично, чтобы люди научились ценить свое время. Викторина типа самый умный? Явно не владелец этой кофейни, он эту викторину проиграл автоматически. Окупаемость, приходишь ты к поставщикам кофе своего и такой: а давайте в Уно сыграем. Придумал-то он хорошо, а деньги-то откуда будут? Перенаправим средства с фондов спонсирования детских домов. Блин, я придумала бартерная кофейня. Ты, приносишь там, килограмм клубники, а тебе за это чашку кофе. Вот эта идея бы реально хотя бы лучше, чем... Я придумала, можно вставать рано утром и ходить на работу. И получать 250 рублей в час. Клевая идея? Не, плохая, потому что зачем 250, если можно 1000 в час получать? У меня круче идея. Нет, у меня круче, можно 2000 в час. А у меня еще круче. Ты поработал, а тебе клубники дали килограмм. Ну и хуйня. Для ценителей хасл-культуры и свирепой продуктивности есть некоторые опции. Я придумала салон красоты, в котором процедуры делают, пока клиент спит. Данный салон будет работать ночью, и это его уникальная фишка. Здесь еще дополнительно есть услуги для тех, кому сложно спится, когда его ногти теребят. Есть платная опция анестезиолога и подешевле опция дубины. Вот открыли бы салон красоты на самолете, вот это я понимаю, вот хотя бы чем-то заняться можно было. Вот это бизнес-идея, все мое, не украдите. У них принцип «укради и улучшай». Сейчас пойду запатентую, поняли? А вы любите компьютерные игры? Да, мне сестра сегодня даст. Он будет работать ночью, и это его уникальная фишка. Здоровый сон человека длится 7-8 часов. За это время специалисты, меняясь друг с другом, успеют сделать наращивание ресниц, лазерную эпиляцию. То есть сотрудников салона мы из людей, в принципе, выписываем. Маникюр, педикюр, ламинирование, окрашивание ресниц. Ламинирование, окрашивание ресниц и наращивание ресниц так-то, взаимозаменяемые процедуры. Это какая? Это уже ты ее подловила. На незнании, конечно, материала, матчасти, да. Добавляет тут просто в прайс свои дополнительные ненужные услуги. Смущает меня здесь только лазерная эпиляция. И то чуть-чуть, потому что я не уверен, удобно ли спать вот в этой позе. Мой салон поможет выиграть драгоценное время, которого так часто не хватает. Курс «Инноватор» помог мне с этой идеей. Да, знаешь, называется медвежья услуга иногда. Я название вашему салону придумала «Спящая красавица». Что-то никакой связи, честно говоря, не вижу. Слишком абстрактно. Вы как себе представляете маникюр, чтобы клиент спал при включенном аппарате, вытяжке? Очень просто. Клиническая смерть. Первая в истории клиническая смерть на 7-8 часов. Автор гений. Че все ноет, что мастерам нужно спать? Не устраивают условия салона? Иди работать в другой салон. Все верно, поэтому идею уже реализовали. Причем в эконом-сегменте. Парикмахерская эконом-класса 24 часа. Работает более 10 лет. Во время приема душа и ванны к нам приходят классные идеи и мысли. Мне приходят классные идеи попеть в душе. Но их нет возможности фиксировать.
Делать это в заметке телефона крайне неудобно. А наша собственная память уже давно побита брейнротами из ТикТока. Тут только поможет дефрагментация электрошоком. От этого идеи забываются и теряются. Я придумала специальный блокнот для записи своих идей и мыслей в душе. Блокнот размещается с помощью специальных присосок на стене ванной комнаты. Специальная водонепроницаемая бумага и чернила помогут сохранить все записи. А чё так мелко мыслишь, подруга? Раз уж придумала такое, то чё только для душа? Давай идти дальше. Во, например. Я придумал мобильное приложение, которое генерирует индивидуальные рекомендации по обучающему контенту для самообразования и расширения кругозора. Ну, для этого уже есть ТикТок. Как ни парадоксально, но самые умные и самые глупые вещи я сейчас получаю из ТикТока. Приложение поможет пользователям эффективно использовать короткие промежутки времени по дороге на работу, путешествия, пока ребенок занимается на секции или в кружке. Ваше свободное время реально пройдет с пользой. Приложение будет называться «Мое свободное время». Название, конечно, слишком короткое. Оно прям не передает концепции приложения. О, есть такая версия. Мое свободное время, пока я еду на работу, жду ребенка с секции, стою в очереди за курицей по акции, выношу мусор и типа того. Не слишком длинное, не слишком короткое, идеально вот в центре. Некоторые люди могли бы быть реально полезными обществу, но выбрали фейм. Салют, меня зовут Шланг, мне 23 года, я из города Краснодар. Йоу, братан, Шланг, чё ты, как ты, чё такой никнейм у тебя дурацкий? Я придумал курс. Весь мой курс будет основан на информации, которую я впитывал несколько лет. И всю эту информацию я переварил и переработал в себе. У меня есть куча примеров по поводу того, почему работает так или почему работает так. Он эти идеи переработал, потом переварил, еще и держал в себе несколько лет. Для здоровья это, конечно, не полезно. Может вызвать идейные запоры. Бро замкнул эту цепочку инфо-цыганства за многие годы и придумал просто свой ультимативный продукт. Курс! Все эти примеры я хочу показать в этом курсе. Например, случалась такая ситуация, что вы встречаете человека, когда только о нем подумали. Как это происходит? Как это возможно? Но это происходит. Не, ну с такими инсайтами я не могу не ждать следующих. Почему так происходит, когда ты в детском саду плачешь, короче, и мама приходит? Это не случайность, это энергия намерений. Почему бывает такое, что папа сказал, что нельзя, но бабушка разрешила? Это сила альтернативной реальности. Я вот так вот руками махнул, короче, и в эту же сторону ветер листья сдвинул. Это телекинез. Или как человек получает то, что он хочет. Он стремился к своей мечте всю жизнь, вроде бы казалось, он из грязи в князи, но это редкость, но это случается. И почему это случается? Когда у нас есть потаенные желания, о которых мы даже не догадываемся. Мы получаем, казалось бы, то, чего бы мы не хотели, но на самом деле, если копнуть глубже, мы получаем именно то, что мы хотим. Пора в рехаб, братан. Сила мысли сильнее, чем все другое. И самый главный слоган всего курса — вера сильнее Бога. Не лезь. РПЦ такой слоган просто так не оставит. Вот так заходишь, думаешь, очередной инфокурс в зачатке. А это секта. Спасибо, инноватор научил мыслить шире. Причем всех. Я придумал нейросеть для унитаза. Я придумал срать в раковину. Я реализовал. Ну зачем же писать очевидные идеи? Меня зовут Соса, мне 25, я с Краснодара. Я придумал смешное имя Соса. Инновация работает. Я придумал открыть студию звукозаписи, где могут люди писаться в любом стиле. Бро, слушай, ты взрываешь инновациями. Дальше остается только придумать студию по ноготочкам, и ты следующий Джефф Безос. Студия будет выглядеть как психиатрическая больница. Услуги моего бизнеса будут включать в себя сведения, это написание бита, это мастеринг трека. Чтобы создать мой бизнес, нужно первым делом найти и арендовать помещение. Не, ну, то одно, то другое, понимаете? Здесь инновации нет никакой, но есть путь к реализации. Может быть, он не выдал все секреты, и в услуги там будет включена психиатрическая экспертиза, что очень часто кажется необходимым в студиях звукозаписи. Я придумал лечь в психиатрическую больницу и получать бесплатное питание и лечение. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, мне 20 лет, и я из Москвы. Я придумала уникальный солнечный коллектор, который будет способен преобразовывать солнечное излучение в электроэнергию. Размер моего продукта будет очень большой. А сколько это в локтях или аршинах? Где-то как косая сажень, да, где-то примерно? Большой, да, прям такой вот такенный, большущий, прям Примерно 2-3 метра. Для того, чтобы продвинуть на рынок наш продукт, изначально мы будем делать high-fashion съемки и приглашать моделей со всего мира и делать различные видео, клипы, ролики и фотосессии. Уже представляю high-fashion съемки красивых модельных лиц с увеличенной версией отопительной батареи. Бела Хадид будет лежать голая под солнечной панелью? Ну да, а чё? Не наш уровень, типа? Не, можем Адриану Лиму позвать, там, Канье Уэста. Я из города Москва, мне 17 лет, меня зовут Виолетта. Я придумала очень удобный диванчик, так сказать. Чем же он такой удобный?
Диванчик с двойным дном, в которое может поместиться другой человек. Мы лежим обычно, и у нас постоянно туда повернем, сюда. Нигде никак не можем найти удобное место. Вот специально для этих людей я придумала диван. То есть те, кто из вас лежал на полу, не знал, как на нем удобно расположиться, теперь есть решение. Есть диван. По форме он будет либо П-образный, либо как-то вот так вот. И внутри будут такие вот извилинки, чтобы там кто-то захотел, полежал вот так вот, как-нибудь с буковкой D. Размер 2 на 2 примерно, где-то так. Я думаю, через годик, вот как мы прям сделаем, начнем немножечко развиваться, он просто зайдет выше всего. Ну, если ты так думаешь, то, наверное, ты анализ рынка сделала, дизайна набросала какие-то. Если хотите нормально полежать с кайфом, то покупайте диван D-образный. Это я вам, как бывший остеохондрозник, вам даю советы сейчас. Купите подушку с эффектом памяти, она с этим диваном это самое офигенное. Спасибо, что придумали удобный диван. Пожалуй, украду вашу идею. Главное, улучшить ее не забудь. Я не люблю расстраивать людей. Но иногда приходится. Не имеешь в виду что-то подобное, да? Не имеешь подобное, не имеешь подобное, вот не имеешь в виду, нет? Вы, наверное, очень удивитесь и, возможно, расстроитесь, но даже по результатам такого курса бывают провалы. Я придумал делать футбольные бутсы из трендовых моделей кроссовок. Ваша любимая пара кроссовок переносится в 3D-модель. Из 3D-модели она вставляется в шаблон футбольных кроссовок, подыскиваются такие же материалы и будут схожие качества. Например, бутсы будут похожи формой, дизайном, цветом и узнаваемыми элементами. Ты придумал паль. Сори, не смог сдержать это при себе. Вот Nike охуеют, когда узнают, что их узнаваемые элементы это часть чьей-то революционной идеи. Хотя создатели пакета майки Nike не сильно переживают по этому поводу. Если мы будем изготавливать бутсы в форме кроссовок, то вскоре нам понадобятся кроссовки в форме бутсов, после них и кроссовки в форме кроссовок, бутсы в форме бутсов. Бесконечный цикл инноваций. А еще Nike вроде делают бутсы в форме кроссовок популярных. Идея моего бизнеса заключается в звездных поздравлениях. Я живу пародиями. Это звездные образы Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Артур Пирожков. Знаешь, я бы эту идею чуть доработал и брал приветы от уже существующих реальных звезд. Вот не помню, было ли что-то такое или нет. Finally! Возрождение пародийных звонков розыгрышей из нулевых. Я планирую назвать все то, что я придумал. Звездец. Не, ну а что ты вокруг да около ходишь? Назови сразу. Пиздец, как похож. Далее я попрошу. Никакого буллинга. Воздержитесь от звонков в полицию. От жалоб в местные восточные диаспоры. Человек еще ничего плохого не сделал. Только придумал. Меня зовут Петя, я из города Омска. Мне 23 года. И я придумал летнюю шаурму, которая будет состоять из сладких топпингов и сладких начинок. Тихо, оставайтесь на своих местах. Делайте вдох, выдох, закажите себе шаурмы. Не со сладкой начинкой, все нормально. С курицей можно. Смешанный соус, да. Пока что все на месте. Основа у шаурмы будет хлебная. Будут использоваться вафельки, лаваш и печенье. Ты определись там уже. Если уж есть вафельки и печенье, то лаваш зачем сюда пихать? Некоторым вещам просто не обязательно быть сладкими. Или ты там только в погоне за кликабельным названием «сладкая шаурма» гонишься. А о чувствах людей ты подумал? Шаурму можно будет собрать самому. Для этого будут разные сладкие топпинги. Нутелла, зефирки, мармеладки, фрукты. Стулья будут похожи на зефирки. Касса будет выглядеть в виде плитки шоколада. И все стаканчики будут в виде формы фруктов. Уникальность моей идеи в том, что все привыкли, что шаурма мясная. Тут вдруг она становится необычайно вкусной, шоколадной и сладкой. Ага, то есть это намек на то, что мясная шаурма была невкусная и вдруг стала сладкой и вкусной. Ты чё там, а? Чё, вообще там, что ли? Конечно же, надо узнать мнение не последних людей в кулинарном вопросе. Очередная сахарная хуйня калорийная, где просто в кучу бездумно собраны все сладости, безработное сочетание вкусов, где каждый ингредиент перебивает вкус других и смешивается в единое сладкое говнище, блядь. Ну, похоже на критику, с которой можно работать. Амбициозно, но кажется, надо открывать не в Омске. Думаю, там люди пока не готовы к такому. Да и в целом, нигде кроме Москвы к такому не готовы. Правильно, тестировать все лучше на Москве. Там люди уже закалены всякими экспериментами. Ну, не знаю, каким-то образом Алматы-то справилась. Мы продолжаем поиски самой вкусной шаурмы в Алматы. И на очереди у нас пита-лаб. Погнали, ребят. В стандартную питу ложатся фрукты и ягоды вперемешку с нутеллой. Эх, казахстанцы подрезали идеи у челика. Москвичи разве что будут не согласны на что-то менее чем кокосовые сливки и трюфельная начинка, а также безглютеновая пита. Я придумала микроволновку, которая греет еду до определенной температуры. Моя микроволновая печь решает проблему неравномерного разогрева пищи. При использовании вы задаете не температуру воздействия, а температуру, которую достигнет разогретая пища. Вот что рилсы с людьми делают. Курс «Инноватор» открыл мне новые горизонты в области идей и проектирования.
программировании. Жаль только, что курс «Инноватор» не открыл тебе новые горизонты в области физики, или хотя бы обычные горизонты в области физики. Тут либо надо какой-то датчик, который будет втыкаться в еду, и у него будет идти либо проводок, либо он будет на блютузе, хотя я не знаю, как микроволны с блютузом будет взаимодействовать, либо температуру будет измерять датчик инфракрасный. Че я придумываю за тебя это вообще все? Это твоя работа бы должна быть, а не моя нафиг. Микроволновки не сдается температура воздействия. Ну так на это проект ты, блин, рассчитан, чтобы задавалось нафиг. Ну а девайс, который равномерно доводит пищу до одной температуры, это духовка. Я придумал встроить беспроводные наушники в смартфон. Они будут встроены в телефон снизу. При нажатии наушники можно будет достать, а чтобы их убрать, нужно просто подтолкнуть внутрь. То есть мы уходим, да, от концепции чем тоньше, тем лучше, до чтобы можно было запихать наушники. Но если эта тенденция зайдет людям, будет смартфон, из которого будет выезжать полноценные такие полноушные наушники. Не, ну пока не выйдет Pro Max версия со встроенным гироскутером и багажным отсеком, я не вижу смысла в данном продукте. Сам телефон будет подзаряжать наушники, так как это делает обычный кейс. Моя идея будет называться Бифон. В курсе «Инноватор» я узнал, как легко придумать свой продукт. Бифон? Что значит бифон? Будь телефон, это что? Что ты далеко ушел? Если уж начал брать с айфона, то, ну, хотя бы где-то рядом, чтобы было iPhone, WeFone, MeFone, Keyphone, SheFone, HerPhone, HimPhone, TheyThem. Фон. Не, ну Nokia, конечно, попыталась что-то подобное сделать. Именно из-за подобных попыток они находятся вечно на грани банкротства. Я придумала бутылку, которая автоматически измеряет количество выпитой воды. Зачем? К сожалению, часто происходит такое, что когда ты долго думаешь над тем, какую бы проблему общества ты мог решить, самая частая проблема придумывания нового и инновационного — это думание до такой степени, что ты проходишь полный круг и придумываешь проблему, которая уже решена. Я придумала бутылку, которая автоматически измеряет количество выпитой воды. Короче, есть такой первобытный немного метод решения данной проблемы, да, дикарский, там, без диджитал. Бутылка с насечками. Но она, конечно, не то немножко делает. Она не измеряет, сколько воды ты выпил. Она измеряет, сколько воды осталось после того, как ты выпил. Немножко не сходятся концепции, понимаю. Потому что здесь надо включать мозг, там, если у тебя литровая бутылка, то надо отнимать. Смотришь, ага, 750 миллилитров, то есть бутылка литровая, это значит, я выпил сколько? 250 миллилитров. И вот эти вот вычисления, они, ну, сложные и нашей жизни уже не нужны. Поэтому надо диджитал бутылку, которая будет показывать именно сколько выпито, которая будет делать это вычисление за нас. И сможет предложить рекомендации в мобильном приложении. Это позволяет избежать обезвоживания и поддержать оптимальный уровень гидратации. Finally, бутылка с блютузом и своим приложением. Зачем? Я, конечно, не противник развития, прогресса и технологий, но есть такое понятие over-engineering. То есть я бутылку свою должен заряжать нафиг, или она будет на батарейках. «Инноватор» очень крутой курс, я узнала много полезного. А для тех, кто не любит пить из бутылок, а пьет из лужи обычно, то можно сделать дополнительный продукт в виде Bluetooth трубочки, через которую можно пить из лужи, и она будет считать, сколько ты выпил. Но функционал приложения можно, конечно, сократить до вот одного виджета, на котором будет написано «Чекни объем воды на бутылке». Как обычно, здесь тоже, так сказать, подрезали на повороте идейку и довели до совершенства. Обычно это происходит так. Если хочется пить, пей. Нет ничего более совершенного, чем чувство жажды. Получается, это уже на эволюционном уровне, да, какой-то продукт. Еще по цвету мочи видно. Если оранжевая, мало воды. Если практически прозрачная, то слишком много, что тоже может быть вредным. Ну, знаете, технологии вещь опасная. Они имеют свойство давать сбой. Приложение будет неправильно считывать количество выпитой воды и будет показывать, что вы ее выпили недостаточно. Вы будете пить. У вас начнется водная интоксикация. Из-за избытка жидкости кровь разбавляется. Количество натрия в плазме падает. Из-за этого возникает астматический градиент. Внутри клеток концентрация солей больше, чем снаружи. Вода начинает протекать внутрь клеток, чтобы уравнять уровень концентрации. Это вызывает отек клеток, особенно в мозге, что приводит к симптомам головной боли, тошноты, спутанности сознания, судорог, в тяжелых случаях кома и смерть. Я придумала мобильное приложение для контроля качества продуктов. Вы наводите камеру телефона на этикетку продуктов. Приложение сразу выдает вам срок годности, а также оповещает вас, если есть консерванты и усилители вкуса. Это будет удобно использовать людям, у которых есть ограничения на конкретные продукты.
Ну да. А где ты будешь брать вот эту базу данных новой партии яиц или молока, например, чтобы я отсканировал этикетку, и оно мне выдало срок годности, да, вот этого молока конкретно. Это во-первых. Во-вторых, а чё если я умею читать этикетки? Чё тогда? Беру я вот энергоз, да, какой-нибудь, и смотрю, блин, состав: вода, сахар, регуляторы кислотности, значит, это урин, ароматизаторы, консерванты, сорбат калия, бензоат натрия. Я придумал мобильное приложение, в котором будут размещены вакансии только для людей без опыта работы. Будут доступны стажировки в компании. Из сегодняшнего ролика я не думаю, что можно сделать много выводов, но один все-таки можно. Воображение бесплатно, но охуевать тоже не надо. Не забудьте подписаться на мой канал, нажать колокольчик и присылать все уведомления. На этом мой рабочий день окончен. Пойду что-нибудь изобрету.